Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 2 марта, и сегодня первый материал будет не обзор ситуации на фронте. За последние несколько часов не так уж много пока успел я принять информации, некоторая информация есть, но я ее сделаю в следующем обзоре. Сегодня я хочу дальше так делать, утренние обзоры делать о том, что происходит вокруг конфликта на Украине. И одним из важнейших моментов является вопрос, а какие страны мира поддержали Россию в этом вопросе, а какие нет. Потому что этот вопрос на самом деле для Украины краеугольный. Да и не только для Украины, для России он не менее важен, безусловно. Потому что в Украине почему-то бытует мнение, что весь мир с нами. И вот мы сейчас разберем, кто это весь мир и насколько он с ними. Ну, очевидно, что Соединенные Штаты Америки, Канада и большинство стран Европы, они действительно с Украиной. По крайней мере, на словах они так точно все за нее. Ну, а некоторые страны, например, как Венгрия, высказывают такую двоякую позицию. С одной стороны, они как бы не против санкций Европейского Союза, а с другой стороны, в поставках вооружений на Украину Венгрия сказала твердое нет, более того, даже не пропускает через свою территорию любые поставки на территорию страны. Особую позицию держит также Сербия и Босния и Герцеговина, потому что позиция сербского населения четкая и однозначная. Они за Россию. Ну, это США и Европа. С ними, как говорится, все понятно. Как с Японией, Австралией, то есть ближайшими политическими партнерами Соединенных Штатов Америки. А дальше тишина. Все остальные значимые страны в том или ином виде высказались в поддержку России. В первую очередь это хорошо видно на примере Латинской Америки, где и Бразилия, и Аргентина, и вот Мексика вчера все сказали, основная масса стран дружно сказала, что она не будет поддерживать санкции против России. Понятно, что кроме Колумбии, еще некоторых стран, но основные страны региона, экономически развитые, сказали, что они не будут поддерживать санкции против России. А еще такую же позицию высказала и ЮАР. Единственная страна в Африке, которая имеет какой-то политический вес. Забыл, еще и Египет. Он тоже против. Ну, понятно почему. Потому что Египет прекрасно понимает, что если он скажет за, то российские туристы в Египет не приедут. А еще Турция сказала, что она против санкций против России. Соответственно, все страны, которые ориентируются на Турцию, они тоже против. Даже позиция Израиля в этом вопросе выглядит очень и очень двояко. Израиль очень не хочет ссориться с Россией, и видно, что он маневрировать будет до самого последнего момента. И настоящим ножом в спину для украинского руководства стало убийство израильского гражданина украинскими националистами при попытке его эвакуации. Напомню, его так называемая самооборона спутала с кадыровцами, ну и соответственно пристрелила как российского диверсанта. Ну и также все страны Ближнего Востока, по-моему, из значимых никто не высказался за санкции против России. Объединенные Арабские Эмираты были против, Саудовская Аравия была против, более того, она объявила, что она будет четко придерживаться сделки ОПЕК+, хотя американцы очень просили их нарастить добычу. Ну и понятно, что за Россию стоит Иран. То есть та ось, которую создавала Россия на Ближнем Востоке, она работает. Причем работает четко как часы. Также не поддержала санкции против России Индия. Правда, вчера появилось сообщение, что индийский банк рассматривает вопрос о приостановке обслуживания некоторых российских банков. Но пока вопрос до конца не прояснен. На государственном уровне Индия говорит, что она против санкций. Ну и понятно, что позиция Китая четкая и однозначна. Китай союзник России. Но еще более интересная ситуация сложилась на постсоветском пространстве. Ну, с странами Балтии понятно, там все однозначно и понятно, они, конечно, за. А вот с остальными далеко не все. Ладно бы там страны, которые входят в Евразийский экономический союз, ДКБ, все они дружно поддержали Россию. Но ведь санкции против России не поддержали две страны, на которые Украина очень рассчитывала. Это Молдавия и даже Грузия. Даже Грузия не поддержала Украину в объявлении санкций против России. А еще Молдавия, в которой, напомню, сегодня проевропейское правительство. То есть получается, на территории бывшего Советского Союза ни одна страна, кроме стран Прибалтики, трех вот этих маленьких прибалтийских лимитрофов, не поддержали санкции против России. Даже те страны, на которые Украина очень сильно рассчитывала. Молдавия и Грузия. И отсюда возникает закономерный вопрос. Так с кем весь мир? И является, например, всем миром США и большая часть Европы, которая по населению составляет менее 20% населения всего мира, а по экономическому потенциалу также составляет менее половины всего экономического потенциала всего мира. Опять же, с учетом того, что сюда включаются вот эти вот бумажные фейковые ВВП, которые на самом деле существуют только на бумаге. То есть мы видим, что на дипломатическом фронте Россия к войне очень хорошо подготовилась. Ее союзы и ее союзники работают. А еще это говорит о том, что все страны мира прекрасно понимают, какая борьба сегодня развернулась на Украине. Это не борьба Украины и России, нет, конечно. Это борьба Соединенных Штатов Америки и России и Китая за разрушение того мира, где англосаксонские страны являются лидерами. Ну и понятно, почему большинство стран мира, которые не входят в вот этот европейский и североамериканский блок,
желают в этой войне победы Китаю и России. То есть я на самом деле вынужден разочаровать господина Зеленского и украинских националистов, которые считают, что весь мир с нами. Далеко не весь мир с вами, наоборот, большая часть мира как раз не с вами. Не с вами даже Молдавия и Грузия. Вот это то, что я хотел сказать в этом выпуске. На этом мне по этой теме пока все. До свидания. Ждите обзора ситуации на фронтах. Я думаю, он выйдет где-то в районе полудня, часа дня. Ну и до новых встреч.